Okay, I guess let's get started. Давайте начнем, наверное. Okay, I'm going to talk about engaging community and raising our children. Я бы хотела сегодня поговорить о том, чтобы задействовать окружающих нас людей в том, чтобы помогать нам с воспитанием детей. Yesterday on the way after class, my wife sent me a picture of one of our kids. Но вот после вчерашнего занятия мне жена прислала фотографию дочки нашей. And I've got to get a little worried because she only sent one child. И вот я опять начала переживать, потому что она только одного ребенка, фотографию одного только ребенка прислала. And this child looks scared like she may be the next one to go. И вот это, посмотрите на лицо девочки, она такая перепуганная, как будто бы ей осталось совсем мало. So I hope I have kids when I get home. Поэтому очень надеюсь, что все еще есть у меня дети, когда я вернусь, я их увижу. No, she sent me the picture because this one had to have a tooth pulled because it got cracked. На самом деле, вот эту фотографию мне прислала жена, потому что ребенку вырывали зуб, потому что он надкололся. I just kind of like that look of terror on her face. Но мне очень нравится вот испуг на ее лице. Okay. In the African culture, well, can you read those two statements? Can you translate? Knee as in this knee. Yeah, this knee. Ну вот в Танзании очень странные поговорки, но в общем звучит она так: одно колено не может вырастить ребенка. Ну колено как вот это колено. И одна рука не может воспитать ребенка. Это суахили, Восточная и Центральная Африка, поговорка. The African culture believes that raising of children Так вот, в африканской культуре считается, что воспитание детей was shared with the extended family. должно, вот как бы, это ответственность всей семьи, то есть даже дальних родственников. The extended family included everyone in the family from older children Ну а вот семья подразумевает там как старших детей, to aunts and uncles, также тети и дяди, grandparents, and even cousins. и вот в смысле дедушек, бабушек и даже двоюродных братьев, сестер. They even believed that the wider community of neighbors and friends also had a responsibility. Более того, они считают, что вот даже друзья и какие-то близкие люди из вот того общества, в котором они живут, тоже несут ответственность за воспитание детей. For helping in the raising of a child. В том, чтобы помогать вырастить ребенка. So let's start out by taking a look Поэтому давайте в первую очередь посмотрим at what role the wider community should play на то, вот какую действительно роль играет общество in raising of a child. или должно играть общество в воспитании ребенка. In Titus 2, 3-8, В Титу 2, 3-8. Прочитайте кто-нибудь, пожалуйста. Чтобы старицы также одевались прилично церкви, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы возумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевать быть целомудренными, во всем показывая себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. in this first section of verse, И вот в этом отрывке we see the instructions for older women to be mentors первая часть говорит о том, чтобы старицы были вот такими наставниками to younger women. для более молодых девушек. I believe the earlier faithful old women take an interest И вот я думаю, что верные женщины, которые заинтересованы in our young girls, в наших маленьких девочках, the more positive the impact will be то есть чем больше они участвуют в их жизни, тем больше хорошего влияния они оказывают on the girls. на девочек. In today's society, our girls are taught В современном обществе наших детей, девочек учат sexual purity is a myth. тому, что сексуальная чистота – это миф. Your appearance and achievements are what define you. Ваши достижения, то, как вы выглядите, это как раз все то, что вас определяет.
And their life purpose is to make themselves happy. И самая главная цель в жизни – это себя сделать счастливым. Our girls are at risk from the world and its lures. И вот наши девочки, то есть рискуют тем, что на них повлияет мир и взгляд этого мира. This is why we need more older women to step up and take an interest И именно поэтому старшие женщины должны заниматься in our girls' lives so they have more positive influences. жизнью наших девочек, потому что они являются позитивным влиянием. In the second section of the verse, Вторая часть этого отрывка we see instructions for young men to be mentors also. говорит о том, чтобы у молодых людей тоже были наставники. To be mentored. Young boys also are in desperate need of positive influence. То есть мальчики они очень нуждаются в том, чтобы на них тоже оказывалось влияние. And the model of Christian men to follow and learn from. И им нужно видеть вот такой пример мужчины-христианина, у которого они могли бы учиться. Today's society is luring our boys away В современном обществе наших мальчиков очень сильно отстраняют with the belief that their power is the only power. от вот мысли о христианском обществе тем, что говорят, что их сила – это самая главная сила. Women can be used with little respect for who they are, Что женщин уважать не обязательно за то, кто они такие. and being first is most important. И самое главное в жизни – это быть первым. Both boys and girls in today's society Как мальчики, так и девочки в современном обществе are in desperate need of more positive mentors крайне нуждаются в наставниках, позитивных и хороших than наставниках, are currently stepping into the role. для того, чтобы в конце концов вступить в свою роль. Another role the community has in raising our children Еще одну роль, которую выполняет общество в воспитании детей, is through being a teacher. это вот в том, чтобы быть учителями. In James 3:1 we read, В Иакова 3:1 мы читаем: Братья мои, многие делают учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. in this verse we see that teachers come with strict judgment Мы в этом стихе видим, что учителя подвергнутся осуждению. But we also need to look at this verse and the fact that teaching is Но при этом, рассматривая этот стих, мы должны также понимать, что учительство of critically importance also. является крайне необходимым. I know from early in my marriage with my wife, Ну вот я знаю, что в самые ранние годы моего брака с женой we taught kindergarten children. мы преподавали деткам, которые в садике еще. It was always a joy to be around them and teach them about God. И для нас всегда было большой радостью проводить время с этими детьми и рассказывать им о Боге. We were also coordinators for elementary grade levels. Также мы работали координаторами самых младших классов в школе. Which meant we were responsible for getting teachers and substitutes for each of the classes. И вот мы чем занимались? Тем, что мы искали учителей и тех учителей, которые будут заменять учителей, которые не смогли прийти, вот на этом этапе. I can tell you that even in a church with a regular Sunday attendance, И я могу вам сказать, что в обыкновенной церкви вот, с тем определенным количеством людей, которые приходят в воскресенье, of 500, very few want to step in and teach a class. даже если вот этих людей 500, то очень мало членов церкви хотят заниматься детскими занятиями. It amazes me the excuses that people come up with to avoid teaching. И вот иногда очень удивительно слышать вот отговорки, которые придумывают люди для того, чтобы не преподавать детские занятия. Excuses like, Такое что-то типа: my kids are already grown, у меня дети уже выросли, I'm too busy watching my own kids, или у меня времени нет, я за своими не успеваю, I already put in my time, или у меня уже есть занятия, I volunteered last decade, или вот прошлые 10 лет я этим и занимался, I don't know anything about the Bible, или я вообще в Библии ничего не понимаю, I'm not creative enough. или у меня творчества не хватает. In Exodus 3:11 it reads, И в Исходе 3:11 говорится: you can read it or have somebody read it. Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? This is the start of Moses' many excuses Это начало, вот как бы это первое из многих отговорок Моисея.
for not serving the Lord. в том, чтобы не служить Богу. But the Lord always had one answer for him, Но у Бога всегда для него был один и тот же ответ. and it was he would be with him. И ответ заключался в том, что я буду с тобою. We need to preach this to our members И это мы должны проповедовать своим членам общины. in hopes that more of them will step up to be teachers И надеяться, что больше членов общины станут учителями. of our children, Учителями вот, для наших детей. because it's important to the teachers Потому что очень важно для учителей and the children и для growth детей, as Christians. что, в том, что является важным, это расти христианами. Now let's shift from the community and look at the extended family Ну и вот что касается общества или вот более дальних родственников, in the raising and mentoring of our children. то они играют большую роль в том, чтобы растить наших детей и наставлять детей. We start off with the role of grandparents. И вот давайте поговорим о роли бабушек-дедушек. Dr. Carl Pilmer of Cornell University, Доктор Карл Пилмар из Cornell University, Корнельского университета research showed that as many as проводил исследование, которое показало, что 9 out of 10 adult grandchildren 9 из 10 взрослых внуков felt their grandparents influenced their values and behaviors. сказали о том, что их бабушка, дедушка очень сильно повлияли на их ценности и на их поведение. I believe the Bible gives enough example in Scripture И я думаю, что в Библии у нас достаточно примеров to create a picture of the role a grandparent should play в том, чтобы показать вот ту роль, которую отыгрывает бабушки и дедушки in a child's life. в жизни наших детей. We'll start off with Deuteronomy 4:9. И вот начнем мы со Второзакония 4:9. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. In this scripture we can see В этом месте Писания мы видим one of the roles of the grandparent одну из тех ролей, которые отыгрывают бабушки и дедушки. is to relay their heritage to their grandchildren. Одна из ролей – это передать наследие детям, точнее внукам. Heritage can provide our children И вот наследие дает нашим детям with a family history знание о семейной истории. and that child's place in the history. И то, какую роль отыгрывает этот ребенок в этой истории. They can also share skills Также они могут научить каким-то навыкам, that are no longer taught regularly today, которые сегодня уже не преподают. at least not in America. По крайней мере, вот не в Америке. Things such as baking, Вот такие вещи, как печь что-то, quilting, как там шить одеяло, were games of old. ну или какие-то старые игры. In 2 Timothy 1:5, Во 2 Тимофея 1:5 говорится, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде, и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. in this scripture we can see another important role of a grandparent. В этом месте Писания мы видим еще одну очень важную роль, которую играет бабушки и дедушки. Is that of passing on their faith to their grandchildren. Заключается она в том, чтобы делиться верой со своими внуками. The parent has the primary obligation of training the child Конечно же, первоочередная роль воспитания ребенка лежит на родителях. in the way of the Lord, Вот, если воспитывать его по учению Божьему. but the grandparents can also have a huge impact. Но у бабушек, дедушек тоже есть огромное влияние. The simple act of a grandparent reading the Bible Ну вот хотя бы то, что бабушки, дедушки могут читать Библию ребенку, with them or just living the Christian values in their life или жить свою жизнь, показывая христианские ценности, so as to serve as a role model will have an impact on the child's faith. то есть фактически быть примером, вот это уже является большим влиянием на жизнь ребенка. In Psalms 92:14, В Псалмах 91, Псалме 14 стихе
what it's Рожденные supposed в доме Господнем, на них святых во дворах Бога нашего. to. Давайте 15 стих, у нас 15 стих. Они в старости плодовиты, сочные языки. Well, we have one verse switch in here. This verse clearly shows that even our grandparents, older age, И вот этот стих нам показывает, что даже наши бабушки, дедушки, наши родители, которые уже преклонного возраста, they can still bear fruit, все еще приносят плод. and some of that fruit should be in their grandchildren. И вот этот плод также отражается и на жизни их внуков. In Genesis 48:9, В Бытие 48:9 И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которые Бог дал мне здесь. Яков сказал: подведи их ко мне, я благословлю их. the third role of a grandparent третья роль бабушек, дедушек is to bless their grandchildren. заключается в благословении своих внуков. A blessing from a grandparent can be И благословение от, там, допустим, дедушки может заключаться в чем? as simple as writing an encouragement note to them, В том, чтобы просто написать какую-то там открытку с ободрением, например. or praying for them on a regular Ну, basis. или молиться о своих внуках постоянно. These are simple tasks that can be of great encouragement to a grandchild. Это небольшие такие задачи, но они являются большим ободрением для внуков. Beyond the biblical principles we've seen here, И вот кроме тех библейских принципов, которые мы видим здесь, grandparents can fill other needs for the family. мы также видим, что бабушки и дедушки могут заполнять и другие нужды для семьи. Some of these include babysitting to relieve weary parents, Ну вот, например, они могут помогать тем, чтобы посидеть с внуками, пока родители отдыхают. moral support for parents as they struggle through problems, Также поддерживать родителей, когда они сталкиваются с какими-то проблемами нравственными. and financial help when needed. Ну и если необходима финансовая помощь, то может быть и финансовая помощь. As we can see, the role of grandparent is very important, И вот как мы с вами увидели, роль бабушек и дедушек крайне важна. part of a child's development, Она является частью развития ребенка. but with life expectancies going up, Но с тем, что продолжительность жизни возрастает, freedom from work, и вот есть определенная свобода от работы, and increased financial freedom, ну и также у более пожилых людей есть большая финансовая свобода. sometimes grandchildren are forgotten. Ну, бывают такие моменты, когда бабушки и дедушки просто забывают о своих внуках. Both me and my wife grew up Мы с женой выросли with grandparents с бабушками и дедушками, and spent time with them regularly during summers and at и holidays. вот на лето и на праздники нас всегда отправляли к ним в гости. I can remember as a child И я помню, когда был ребенком, spending time on my grandparents' farm, я помню, что проводил часто время на ферме дедушки. where I had sheep and ducks. Там были и овцы, и утки. I can remember hearing stories about World War II И вот мне постоянно дедушка рассказывал истории про Вторую мировую войну. from my other grandparents. Другой дедушка. My wife remembers spending a lot of time И жена моя тоже помнит, как она много времени проводила with her granny going swimming, с бабушкой, когда они ходили купаться. eating at local restaurants, Или кушали в местных ресторанах. and just having fun together. Ну или просто вот как-то развлекались вместе. She remembered traveling with her granny Она помнит, как они путешествовали с бабушкой. on family summer vacations. Когда вот проходили какие-то семейные поездки. These times with our grandparents И вот это время, которое мы проводим с бабушками и дедушками, are things that help shape our opinions это что-то, что помогает нам сформировать свое мнение. of those older people that are around us И вот на это влияют те старшие люди, которые нас окружают. and our future desires for our family. Они помогают нам сформировать наши будущие желания по отношению к нашей семье. We've always had desires to have grandparents that would help be a Christian influence in our children's lives. И вот мы всегда мечтали о том, чтобы наши бабушки и дедушки помогали нам и были бы влиянием, вот таким христианским влиянием в нашей жизни. Both of our parents И, live a distance away, и вот в нашей семье бабушки и дедушки живут на большом расстоянии от нас. so while they don't visit regularly, И хотя они в гости приезжают не так часто, we try to actively seek out older couples at church
Мы всегда ищем какие-то более взрослые пары в церкви, that can also fill the role of grandparents. которые, в принципе, могут заместить вот эту роль бабушки и дедушки. We as members of the church family Мы, будучи членами семьи церковной, need to be on the lookout for parents around us всегда должны искать вот таких людей вокруг нас, who need a grandparent figure for their children. которые нуждаются в роли, то есть в том, чтобы у их детей были бабушка и дедушка. For some children, Для некоторых детей this may be the only opportunity это может быть единственным шансом, they have for an older person to be an influence in their lives. который они получат в том, чтобы пожилой человек стал влиянием в их жизни. Finally, other family members like uncles, И вот и другие члены семьи, такие как дяди, aunts, nieces, тети, там, nephews, and older siblings, племянники, вот, старшие братья и сестры, have influence on our children as we raise them. тоже очень влияют на наших детей в процессе их воспитания. The main group I'm going to focus on И вот в основном я бы хотела поговорить is the influence the older siblings have о влиянии, которое имеют старшие братья и сестры on the children in the family. на детей в семье. There are multiple studies that prove Есть очень много исследований, которые доказывают, older siblings do have direct influence что братья и сестры старшие, они оказывают прямое влияние on their younger siblings. на более младших братьев и сестер. In my family, В моей семье, I really do not need any study to prove this ну, на самом деле мне не нужно исследование, чтобы это доказать. because I get a chance to see it every day. Потому что я наглядно вижу все это каждый день. It's a daily struggle that my wife and I have И вот на самом деле это то, с чем моя жена и я сталкиваемся каждый день. to help the older siblings to В understand том, чтобы помочь старшим детям нашим понять, what an influence and impact какое огромное влияние they have on their younger siblings. они оказывают на младших своих братьев и сестер. The verse that comes to mind is 1 Corinthians 15:33. Стих, который приходит в голову, это 1 Коринфянам 15 глава, 33 стих. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают доброе нраво. We need to be diligent with our older children Мы должны быть очень усердны с нашими старшими детьми. to make sure they are following the ways of the Lord В том, чтобы убедиться, что они следуют путям Господним. so that it is reflected in the younger members of the family. Так, чтобы их влияние было хорошим для младших членов семьи. Proverbs 27:17 Притча 27:17 говорит, железо железо острит, и человека изощряет взгляд друга своего. I'll close with the same verse I closed with on Monday, И я бы хотела закончить тем же стихом, которым закончил в понедельник. but I do not want us to forget the blessing each child is Что я не хотела, чтобы мы забывали, каким благословением является каждый ребенок. and we need to make sure they get every opportunity to grow in the Lord that is possible. И мы должны убедиться в том, что мы даем возможность детям вырасти в Господе, вот столько возможностей, сколько это вообще можно и необходимо. Psalms 127, 3-5. И это 126-й псалом с 3 по 5 стихи. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плоть чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами с ворот. Thank you. Спасибо. Any questions? Вопросы есть? Вопросов нет? Выйдем вопрос. Есть такой вопрос. Просто у меня не вопрос, у меня комментарий. Может быть, я уже как-то говорила, но мне кажется, очень важно, чтобы мы знали. Перед тем, как принимали Конституцию в 1936 году, где было написано, что у нас все имеют веру, свобода
свобода вероисповедания. Провели социальные опросы. Оказалось, что после всех гонений специальных против верующих в 26-29, когда уничтожали там, православных и католиков, все равно оказалось более 70% верующих. И Сталин дал специальный приказ провести негласное расследование, какая причина. Сказали, что вся проблема с бабушками. И тогда сделали специально, организовали садики и ясли, чтобы детей маленьких забрать у бабушек и воспитывать по советской программе. Ну расскажите это еще и на английском, потому что это очень... Расскажите, серьезно. In our country, in 1936, they made a new constitution. It was Stalin's time, and it was written there that everybody had a freedom of beliefs. But it wasn't true. Many people were destroyed. And in 26 and 29, they destroyed a lot of people who were like servants, ministers, like priests and stuff like that. And after that, they made a what it was like a questionnaire, and they found out that more than 70% of the country are still believing, and they were furious. And Stalin made a special request. It was like a hidden research what to do and how to do it, and they understood that the reason for beliefs are the grandparents. So they made a special like new institutions. They made nursing homes and kindergartens to take away the children from their grandparents, because that was the reason why children were keep believing, because their grandparents were passing the faith. What a pity. That's very interesting. Можно вот? Question. Зачастую бывает в церквях разделение Very often churches have divisions по возрастному цензу. according to the age. Значит, мы молодые, а Like там we are young and совсем the уже other people are молодые. not that young. Вот как сближать эти How вот, do we скажем draw так, people цензы? together so that they would not Какие like, вот мероприятия, separate какие-то themselves according to the age? What kind of каких-то интересных events людей приглашать. can we do at the church, or what kind of interesting people we can invite to the church for them to help get rid of this division according to the age? In our formal worship service at Idalou, На наших богослужениях в Айдалу, one Wednesday night a month, ну вот одна среда в месяц we stop our formal teaching мы как бы прерываем наше богослужение we have a dinner 1 hour early и проводим вот такой совместный обед for all the families. для всех семей. And you would be amazed at just such a simple meal И вот удивительно, как вот такое простое принятие пищи вместе that the young people will go and sit with the older ones. помогает увидеть, что вот молодые люди садятся там с более взрослыми и общаются. And really get to know them. Вот действительно общаются, узнают об этих людях. Also, the older and the leaders Также старшие люди и лидеры have embraced that training needs to happen in the church. вот также пришли к выводу, что нужно обучать церковь. So they allow the young boys to lead singing and prayer. И вот для этого они просят, чтобы молодежь там вела там в пении или в молитве. For the worship on that one time a month. Вот в тот же день, вот как бы раз в месяц, то есть, чтобы они тоже принимали участие. So that helps to foster unity И вот такие вещи помогают развить единство. Amongst other things. Ну, есть и другие, конечно, вещи. Just the simple, genuine human affection of each other. То есть вот обыкновенная, человеческая, ну что, любовь, но вот приятие друг друга помогает. I know another thing that we did. Я знаю, что вот еще одну On вещь мы Valentine's делали. Day. В День Святого Валентина Our youth, наша молодежь, which included all the younger kids up to pretty much all the kids, Ну, would то есть serve the все- older a все meal. дети вот там, разных возрастов, они готовили такой ужин для людей постарше. And each of the kids were assigned, or each of the group of kids were assigned a table of
older adults to serve. И вот каждый, там, дети были разделены на группы, и от каждой группе давался какой-то стол, ну, то есть с именами взрослых людей, которым они должны были приготовить что-то вкусненькое. And once they got done serving them, they would get their meal and go sit at that same table. И вот после того, как они еду приносили вот этому более старшему поколению, тогда они брали свою еду и садились с ними за стол. It would give the children a chance to serve the adults, but also to know them. Во-первых, это дает возможность деткам, ну, послужить старшему поколению, а во-вторых, больше познакомиться с ними. Yeah, and then what you find is that young child is bonded to that older И couple плюс, вот что это дает, то, что этот маленький ребенок привязывается к кому-то вот из взрослых. for the next 6 months. Потом вот на 6 месяцев. They go out of their way to wave at them. То есть они всегда пытаются как-то вот, ну, там, помахать ему рукой. Also, every church has a candy man, right? Ну и также в каждой церкви есть какой-то взрослый человек, который раздает всем конфеты. All the kids look for the candy man. Ну и все дети тогда особенно любят именно этого брата или сестру. Я добавлю по этому поводу, у нас в Мариуполе раз в месяц I just wanted to add something as for this matter. молодежь собирается и едут к пожилым людям, ну, берут там угощения, общаются, знакомятся, то есть их история жизни. Well, we have a tradition that a youth group would get together, get some meal for the elderly person, and they would go visit them at their homes, and they would just talk to them, and this older person would share about his life and tell them, И you по know, what he experienced. воскресеньям приезжают, тоже собираются там то ли к инвалидам, либо к людям, And которые on не могут Sundays, посещать воскресенье. youth Тоже would молодежь и also взрослые go to собираются. the invalid people or people that cannot make it to Sunday worship service and speak to those people. Это как раз время вопросов, если такая тишина. А если вы являетесь не для своих детей наставником для кого-то другого человека? Well, what if you are the mentor for other kids, not only for your kids, but you would mentor other kids? Would that be okay? Yes, Это yes. хорошо. And a lot of times, I know we have kids that sit with us all the time because of our kids, and we Ну и вот will. очень часто, допустим, у нас в церкви дети сидят с нами, потому что они хотят пообщаться с нашими детьми. So our kids actually always almost give us a chance to be mentors to the other И kids так in the получается, church. что вот благодаря тому, что вот наши дети общаются с другими детьми, они позволяют нам быть наставниками для других детей в церкви. Thank you so much for letting me speak. Спасибо большое, что позволили мне с вами пообщаться.